Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Сегодня готовлю очень вкусный песочный торт лисичка с ароматным сметано-сливочным кремом на сухофруктах. Торт получается просто волшебным благодаря присутствию в начинке дачных заготовок из яблок и урюка, которые я предварительно распарил и вмешал в крем. Уверен, такой способ приготовления крема из любых сухофруктов пригодится в будущем. Сочетание сметано-сливочного крема настолько гармонично, что он нравится всем, кто хоть раз его попробует. А сейчас давайте приготовим ароматный торт лисичка с изумительным вкусом. Тем более делается он очень просто, если вы готовите на канале Сладкий Мастер. Друзья, сразу хочу добавить, что сухофрукты я предварительно распарил в течение часа на плите с небольшим количеством воды. В качестве сухофруктов у меня урюк, яблоки еще с урожая прошлого года. Главное распарить сухофрукты таким образом, чтобы их можно было промять в кашицу. Более подробное описание рецепта, также особенности мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я оставил под этой публикацией. В муку добавляю разрыхлитель, ванилин, соль и сахарную пудру. Недолго перемешиваю, чтобы сухие ингредиенты относительно вмешались друг в друга. Добавляю холодное сливочное масло. Перетираю муку с маслом до получения масляно-мучной крошки, чтобы на руках не прощупывались отдельные комки сливочного масла. Вместо сливочного масла в тесто допускается использование маргарина или спреда на ваше усмотрение. Масляно-мучная крошка готова. Добавляю сразу всю сметану. Вымешиваю масляно-мучную крошку со сметаной до получения неоднородного теста. Очень важно долго не вымешивать тесто, чтобы не образовалась клейковина, а песочное тесто было рассыпчатое. А также песочное тесто можно вымешивать крючками миксера, тогда соприкосновение с тестом будет минимальным. Самое главное, чтобы тесто можно было собрать в неоднородный песочный шар, который не осыпается. Если песочный шар получился суховатым и осыпается, смотрите рекомендации. Выкладываю песочное тесто на рабочую поверхность. Собираю тесто, чтобы сформировать песочный биточек. Разделяю тесто на 5 равных фрагментов по предварительно нанесенным разметкам. Из песочных фрагментов формирую руками колобки. Убираю тесто в холодильник, предварительно нагрев от обветривания. На пекарскую бумагу укладываю первый песочный колобок из холодильника. Раскатываю тесто скалкой в тонкий пласт диаметром приблизительно 25 см. Периодически подсыпаю мукой, чтобы тесто не прилипало и лучше раскатывалось. Раскатанный песочный пласт теста обрезаю по кругу диаметром 23 см. Обрезки убираю в сторону, из них я буду формировать шестой песочный корж. Накалываю тесто вилкой в произвольном порядке. Убираю тесто в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. С остальными песочными колобками проделываю идентичные манипуляции. А последний шестой песочный корж, который я сформировал из обрезков, также обрезаю по форме 23 см, но при этом не отделяя обрезки. Сразу убираю в духовку. Для приготовления крема в блендер погружаю все предварительно распаренные сухофрукты. Недолго пробиваю блендером. Добавляю половину сметаны от общего замеса. Пробиваю недолго блендером. Добавляю оставшуюся половину сметаны и окончательно пробиваю массу, чтобы сухофрукты хорошо вмешались в сметану и получилась плотная начинка с окроплениями. Вот такая начинка с приятным карамельным оттенком получилась. В начинку всыпаю сахарную пудру, перемешиваю массу недолго лопаткой. Мягкое сливочное масло вымешиваю миксером не менее 3 минут, чтобы оно посветлело и стало пышнее. Сливочное масло для приготовления крема готово. Сливочное масло в 3 приема добавляю начинку. И после каждого приема на низких оборотах миксера недолго перемешиваю массу. А чтобы крем получился стабильным, рекомендую добавлять охлажденную начинку в масло. Ваша начинка может быть из любых сухофруктов по желанию, какие есть в наличии. Перечень предлагаемых начинок я указал в рекомендациях по данной публикации. Вот такой сливочно-сметанный крем с начинкой из сухофруктов у меня получился. На рабочую поверхность для стабильности наношу немного крема. Укладываю первый песочный корж гладкой стороной вверх. Выкладываю сверху на корж 2 полные столовые ложки с горкой крема. Равномерно распределяю крем по всей поверхности песочного коржа лопаткой. Вместо лопатки крем можно распределить шпателем или широким ножом. А если крем получился очень мягкий, просто уберите его в холодильник на 15 минут и только потом начинайте работать. Все особенности по крему, а также как восстановить крем, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке, которую я оставлю в описании к данному рецепту. От последнего шестого коржа отделяю обрезки, которые я прикладываю в отдельную чашу. Тщательно перетираю обрезки до средней крошки.
Закрываю песочный торт последним шестым коржом. Выкладываю весь оставшийся крем и подравниваю торт. Распределяю крем по всей поверхности торта, начиная сверху. Равномерно разглаживаю крем по боковинам. Окончательно выравниваю торт плоским шпателем. Обсыпаю торт песочной крошкой. Убираю торт в холодильник, чтобы он напитался и стабилизировался минимум на 5 часов. Песочный торт лисичка — это невероятно вкусный и тающий во рту торт. Сочетание тонких песочных коржей со сливочно-сметанной начинкой, сухофруктами отличает его от традиционных тортов, от чего еще больше хочется его приготовить снова, чтобы удивить всех неповторимым ароматом. Это настолько вкусно, что описывать вкус этого кондитерского десерта очень непросто, а потому просто приготовьте этот песочный торт для себя и своих близких. Рекомендую торт лисичка горячему чаю, кофе или компоту. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.